Привет всем! Добро пожаловать на мой канал! Уже почти как год я живу в США. Как и все приезжие, я столкнулась не только с разницей в менталитете, но и бытовыми отличиями между США и Россией. Меня многие часто спрашивали, ну как там в Америке? А я часто отвечала, все по-другому. Так вот, в сегодняшнем видео хочу поделиться с вами отличиями между Россией и США. Иногда кажется, что эти отличия незначительные, но они для нас, приезжих, кажутся существенными, к которым придется привыкнуть после переезда, либо во время путешествия. Так что, начали? В США 12-часовой формат исчисления времени, вместо привычных для нас 24 часов. Данный формат предполагает разбиение 24 часов, составляющих сутки, на 2 12-часовых интервала – полночи и полдни. Путаница с обозначением времени обычно заканчивается тогда, когда начинаешь понимать, что после полночи, midnight, у американцев сразу начинается утро. До сих пор не могу привыкнуть к тому, что в обозначении дат американцы ставят сначала месяц, потом день, потом год. Это правило было позаимствовано американцам и британцам еще во время колонии, но последние окончательно перестали использовать его в начале 20 века, в то время как на территории США оно наоборот стало общепринятым. Так что пока весь мир использует порядок написания дат от младшего к старшему или наоборот, в США успешно прижился этот тип. У американцев это не вызывает никаких трудностей. Например, 16 сентября 2019 года я посещала одно мероприятие, и на моем гостевом бейджике было указано 9, 16, 19. Фаренгейты, мили, фунты, галлоны – еще одни неприятные для мозга пытки. Забудьте привычные нам сантиметры, метры, литры, килограммы, граммы, градусы по Цельсию. Большинство американцев про них только слышали. При каждой попытке перевести в мили, фунты и галлоны в нашу систему измерения хочется плакать. Хотя иногда можно встретить продукты в магазинах, где уже указано в миллилитрах или литрах. На самом деле, несколько раз ставили вопрос о переходе на метрическую систему измерения, но так и не приняли этот закон, а затем совсем и забыли. С фаренгейтами намного сложнее, но там можно приспособиться. 0 градусов Цельсия – это 32 фаренгейтов. Налог с продаж в США не включен в цену, поэтому на ценнике одна цена, а на кассе совершенно другая. А в России налог уже включен в цену, поэтому на кассе у вас не будет неприятного сюрприза. У каждого штата своя налоговая ставка. Специалисты, работающие в сфере налогообложения, утверждают, что Америка входит в тройку стран с самой запутанной налоговой системой, наравне с Бразилией и Индией. В США налог с продаж – это косвенный налог. Продавцы, в том числе торгующие в сети, удерживают налог с покупателя и затем передают всю сумму властям штата при подаче налоговой декларации. Не ищите число 13, поскольку в аэропортах нет 13-го выхода на посадку, а в самолетах отсутствует 13-й ряд, в больницах 13-я палата, а в отелях 13 этажа. Назвать американцев суеверными не могу, но парадокс с числом 13 имеет место быть. Речь сейчас пойдет о деликатной, но неизбежно городской теме – туалетах. В Америке туалеты искать не нужно. Они есть в каждом общественном месте и здании. Впрочем, так же, как и в России, но с небольшим исключением. Они совершенно бесплатные. Плюс во всех магазинах и супермаркетах вы найдете большой, хороший, чистый туалет. В кафе, рестораны, просто в офисные помещения и лобби отелей также можно зайти и воспользоваться уборной комнатой, даже если вы не являетесь их клиентом. Вам помогут в него попасть без лишних вопросов. Еще интересный момент – это кабинки. Как видите, двери в кабинке, а также стенки между ними не примыкают к полу и потолку, а установлены с довольно приличным просветом. Делают это осознанно, исходя из ряда факторов. Самая важная причина заключается в том, что, ограничив пользователей в полной приватности, те, кто проектировали такие туалеты, в то же время решили побеспокоиться о его безопасности и здоровье. Наличие просветов помогает немного быстрее помочь человеку, которому вдруг стало плохо. А вот если бы он, к примеру, потерял сознание в полной закрытой кабинке, то заметили бы это далеко не сразу. К этому пункту относится и предотвращение незаконного поведения, например, прием наркотиков или секса в публичных местах. В условиях ограниченной приватности сделать это намного сложнее.
чем в полностью закрытой кабинке. Но и это не все. Главного и привычного нам туалетного аксессуара, используемого у нас для уборки, я не встретила ни в одном американском общественном туалете. Ёршика в специальной подставке с водичкой или белизной. Дело в том, что в США используют сифонные унитазы. Они постоянно наполовину заполнены водой. В использовании ёршика в течение дня нет нужды. Сифонный выброс воды действительно высасывает из чаши унитаза все ее содержимое и транспортирует его в канализационную сеть. Одним словом, все, что попадает в унитаз, не налипает на стенки унитаза, а плавает на поверхности воды. После нажатия клавиши вода со всем содержимым с огромной силой засасывается в слив, а сильный напор воды сбивает все, что могло налипнуть на стенки. И это однозначно помогает сохранить унитаз чистым. Чаевые в США – это целая культура. Эта традиция чаевых процветает и постепенно покоряет весь мир. Туристы из многих других стран удивляются, как американцы лихо оставляют 10, 20, а порой и 30% сверху. Не существует единой нормы, сколько чаевых оставлять и как это правильно делать. Но есть распространенные модели поведения. Американцы могут оставить вознаграждение за очень разнообразные услуги, и их размер будет сильно зависеть от типа. Например, парикмахерские. В уличном кафе редко кто добавляет к стоимости. Это считается нормой, так как все на бегу. Заведения, где можно оставить, принято следующее. В ресторанах 10-20 к чеку, в баре $1 за каждую кружку пива. В первом случае вы платите официанту, который вас обслуживал. Разумеется, не нужно с калькулятором вычислять эти проценты. Но в отличие от России, где принято давать около 10%, в Нью-Йорке и в других богатых штатах популярно около 10, 15-20%. Если платите картами, то чаевые просто вписываются в квитанцию. Потом полная сумма списывается со счета. А бывает, что прямо на меню пишут: «Мы в ваш счет включили 18%, но вы можете отказаться и не заплатить. Но учтите, что если оставляешь меньшее, то уже сигнал, что тебе что-то было не по душе или что ты жадина». Возможно, у вас возникают вопросы при просмотре американских фильмов. Почему у американцев нет заборов на переднем дворе? Вы также наверняка замечали, что постройки частных домов существенно отличаются от российских. Независимо, дорогой район или бедный, вы не увидите в Америке огромных заборов. На самом деле, заборы у американцев все-таки присутствуют, но их можно увидеть на заднем дворе, где происходит вся жизнь. Так вот, данная культура у американцев связана с пожарной безопасностью. В случае возникновения возгорания машина должна подъехать максимально плотно к зданию, а при наличии забора это будет невозможно, или же на это уйдет масса времени. Так американцы находятся в безопасности и точно знают, что при возникновении пожара специалисты смогут максимально быстро его потушить. На переднем дворе также находятся гидранты. Все это прописано в правилах пожарной безопасности, и люди четко придерживаются их. Кроме этого, если вдруг вам станет плохо, медики же не будут через забор скакать. Плюс ко всему сказанному, перед домом находятся счетчики воды, газа и электричества, которые регулярно проверяют сотрудники коммунальных компаний. Баунти. Райское наслаждение. Так звучит слоган известного нам шоколада. Однако в США это название многим известно как название бумажных салфеток и туалетной бумаги. Согласитесь, что этот слоган можно отнести и сюда. Как-то моя знакомая, которая эмигрировала в США еще в далекие 90-е, попросила меня купить ей пачку Баунти. Я обыскалась в магазине и не смогла найти. Позвонила ей, сказав, что может вместо Баунти купить ей другой шоколад. Она была удивлена, сказав, что она не хочет шоколада. После долгих объяснений мы поняли, что не поняли друг друга. Теперь я прошу прислать мне фото продуктов, которые просят у меня купить. Баунти – это не единственный продукт, который в США звучит по-другому, либо выглядит совсем не так. Как вы можете заметить, в американской версии Данона две буковки N. И это не ошибка. Просто когда Данон появился в Америке, американцы называли его как Dan One. И поэтому компания пошла на такую хитрость, добавила еще буковку N, чтобы американцы называли правильно. Воду вы можете бесплатно попить в любом общественном месте. Повсюду множество поильников, фонтанчиков с фильтрованной водой. В любом месте, где бы вы ни находились, в парке, в каком-то учреждении или в магазине, вы можете попить воды.
Одним словом, в США от жажды не умрешь, поскольку вода бесплатная. Помимо того, что повсюду можно найти питьевые фонтанчики, вы также можете попросить бесплатную воду в любом заведении общепита. Ну, например, ничто не мешает вам зайти в Starbucks и попросить стакан воды со льдом. И это все будет, конечно, бесплатно. Еще такой интересный момент, что все американцы пьют все со льдом, напитки со льдом. Это норма. Когда, например, приходите куда-нибудь, то по умолчанию наливают воды со льдом, пока вы не попросите, что вы хотите без льда. Также в супермаркетах стоят автоматы по продаже пищевого льда. Будьте внимательны, если вы не любите лед, предупредите изначально, что вы хотите без льда. Спасибо большое за просмотр. Не забудьте подписаться на мой YouTube и Instagram канал. И еще не забудьте поставить лайк. Спасибо. Пока-пока.